тема 2.2. Основные возможности. И занятие первое. Т. Оценки, баллы. В чем ценность данной темы? Да, вот вы что-то делаете классного в жизни. Да? Тонкий мир это, с одной стороны, оценивает, да, и это дает человеку возможности. А с другой стороны, вы можете все, что сделано хорошего, причем много, можете легко обнулять, допуская грубые ошибки. Да, поэтому вот данная тема позволит посмотреть, где идут основные потери. Разумеется, их нужно убирать. И с другой стороны, человек не всегда понимает, для судьбы, для высших сил, вот в человеке, в том, что он делает или может делать, что является наиболее важным и насколько это ценно. Да? Что больше всего дает человеку возможности, да, расширяет его права те или иные. И если человек вот не ищет ответа на эти вопросы, то возможности могут находиться рядом, протяни руку и сделай. Если он этого не видит, не принимает, у каждого своя система ценностей, мягко говоря, она не всегда соответствует воле Бога, да? Не всегда. А развитие – это и есть приведение в себя в соответствии с духовными законами, в соответствии с волей Бога. Итак, в чем суть вот данной темы, в чем она классная? Да? Вот все же слышали, все знают, большинство людей, правда, этого не понимают, да, те, кто там по земле бегает, что жизнь на земле – это учеба. Учеба. Человек должен научиться ходить, писать, говорить, договариваться, организовать процессы, понимать различные там ценности, да, научиться работать, неважно, с людьми, с деньгами, со своим телом, со своей энергией. Итак, жизнь на Земле – это учеба, да, и человек воплощается на Земле множество раз, да, множество раз. И в идеале пока не освоит все, что соответствует вот программе по Земле с первого, ну, кто-то там 6-го, 7-го, кто-то с 8-го уровня уходит, да, вот, пока не дойдет до определенной кондиции, до определенной высоты. И когда с точки зрения высших сил, ну, кто-то заканчивал школу после 8-го класса в ПТУ, кто-то позже, да, поэтому пока высшие силы не примут у человека все необходимые зачеты, он здесь на Земле. Когда все зачеты сданы, молодец, и идешь дальше. Что такое обучение? Это задание и оценка того, насколько это задание правильно понято и правильно выполнено. Да? Причем, ну, с одной стороны, это оценка, а с другой стороны, если брать тонкий мир, да, и как работают кармические законы, все это конвертируется в определенные баллы. Да? Эквивалент в какой-то мере, эквивалент денег или эквивалент возможностей. Да, возможности, которые предоставляются человеку или, наоборот, изымаются у человека. Да, то есть вы что-то делаете, предположим, помогли другу, там, регулярная пробежка или там, удержание состояния с утра до вечера, поток, шар, крест. Да? Это имеет собственную ценность, да, потому что когда вы удерживаете энергию, у вас формируется избыток энергии. Но это имеет ценность с точки зрения, как там в институте, да, преподаватель оценил и ставит вам зачеточку, там, хорошую оценку. Все, у вас там стипендия, красный диплом там, или еще какие-то возможности, низкие оценки, отчисления. Решение стипендий. Да? То есть система, она примерно такая. То есть вы что-то делаете, хорошее или не очень, да, и вы нарабатываете определенные оценочки, да, они превращаются в баллы. Что такое баллы? Это права, да, ну, предположим, вы закончили вуз с красным дипломом. У вас одни права, вы не доучились, у вас другие права, у вас там много плохих оценок, третьи права, да? Права. Там, на карьеру, на счастье, на энергию, на способности, да, права. Это права и возможности. Что такое возможности? Предположим, ну, есть у вас деньги на счету, вы можете купить там путевку и отправиться путешествовать. Нет денег, вы занимаете, чтобы там на пропитание. Вот это возможность. Да? То есть, если у вас есть баллы, вы можете обратиться к высшим силам,
для того, чтобы вот ваши желания те или иные, та или иная помощь, поддержка были бы реализованы. Но они реализуются не в заговоре, вот я все, что хочу, и мне все помогают, а в рамках бюджета. Что вы заслуживаете? Вот что вы заслуживаете? Вот сумма баллов, которые вы аккумулировали в тонком мире, это тот объем возможностей, на которые вы можете рассчитывать, обращаясь к высшим силам. Но основную ценность имеет то, не то, что там тебе подарили, а то, что ты заслужил, да, своей подготовкой и своим трудом. Этого никто не отнимет. И это навык, который вы можете повторить. Есть навык организовать процессы там, или организовать бизнес, но потерял, начал сначала. Есть навык, ты его повторяешь, ты можешь получить соответствующий результат. Поэтому возможности, с одной стороны, делать заказы. И опять же, одна из задач, если баллы есть, а вы их не используете. Деньги заработали, в тумбочку положили. Зачем? Вот зачем деньги в тумбочке? Они должны превратиться же во что-то. Да, эту задачу перед собой нужно поставить. Если у вас есть бонусы, пожалуйста, используйте, иначе просто они обнуляются со временем. Да? Поэтому заказы. С другой стороны, это может быть компенсация. Ну, предположим, вы там кому-то что-то должны. Да, вы можете или отрабатывать, или вы можете рассчитаться с человеком в тонком мире, с силами. Но это, опять же, это же ваше решение должно быть. И оно должно быть утверждено тонким миром. Да, должок. Но вы же можете, да, на физическом уровне финансовый эквивалент. Да? В тонком мире вы тоже можете часть своих проблем, да, должок. Да, если две стороны устраивать, вот рассчитаться этими баллами. Ну, на физическом уровне деньгами. Да? Поэтому нам нужно разобраться с экономикой тонкого мира. Да, за что он дает бонусы и за что он штрафует человека, снимает эти баллы. Да, потому что грубое нарушение может обнулять все. Да? Вот нам нужно с этой экономикой разобраться, потому что представление человека о жизни и представление высших сил о том, кто такой человек и что правильно, они, мягко говоря, отличаются очень сильно. И нам нужно это увидеть. Увидеть основные потери, их убрать, и увидеть, где есть возможности, а мы их не используем. Да, потому что не считаем, что это важно, или вообще не понимаем, что это возможно как таковое. Значит, как это работает? Ну, за каждую цель или за отдельные проявления, там, чувство, дружба, любовь, да, это разное немножко, за цели или за отдельные блоки вопросов отвечают различные силы. Ну, если огрубить, как преподаватели в университете. Да? И есть та или иная система оценок, как они эти баллы вам выставляют. Ну, механизмы могут быть разные, индивидуально, или там тесты компьютер выставляет, или собирается там приемная комиссия, да, или экспертная комиссия. Вместе подумали и решили. Да? Выставляют как бы различными способами, это не важно. В любом случае ответственные выставляют оценки, эти оценки аккумулируются в банк данных кармы. Да, вы можете прийти на рабочее место, банк данных кармы, да, где вы там прописаны, и там получить информацию. Если как бы нет проблем, вы можете получить ее просто через внутреннее видение, да, обратившись за помощью, да, к покровителям, чтобы вам ее передали сюда. Ну, можно работать на рабочем месте или дома через интернет. Да, вот. Аналогия такая. Вы можете прийти в банк данных, может быть, где-то это расширяет подключение, возможности, такое ощущение, включение. Но, в принципе, можно спокойно работать и через компьютер, да, через свое внутреннее видение. Так, это раз. Второе. Что принципиально важное нужно понять? На основе чего выставляются оценки? Да? То есть есть там кафедра, есть преподаватели, вот они вам выставляют оценки. На основе чего? Ну, самое важное здесь в конечном итоге будет состоять в том, что разные люди за одни и те же действия будут получать разные оценки. Иногда прямо противоположному. Одному штраф, а другому премии. За выполнение одних и тех же действий. Ну, предположим, если человек на первом уровне, да,
и он у себя в огороде выкопал яму, ему нужна была, да, ну, ему бонус. Если профессор будет заниматься этим делом вместо проведения лекций, консультаций, ему штраф или увольнение. Действие вроде, я немножко утрирую, но действие одно, в зависимости от обстоятельств, оценка этого действия может быть совершенно другая. Есть общее, как выставляются оценки, закон, но закон же тоже, он по уровням развития человека, да? Поэтому есть закон, раз. Дальше, есть предназначение человека, его кармические задачи, да? То есть, что ты должен делать, а что ты не должен делать. В каком классе ты учишься, какие зачеты ты сдаешь, да? Если вместо зачета по физике вы приняли решение, ну, пробежка это тоже хорошо, но не вместо зачета по физике, да? Поэтому второе – это кармические задачи человека. Третье – его потенциал. Да? То есть чем выше ваш уровень, тем планочка оценок она выше. Ну и а что скажут остальные участники событий? Да? Там, силы, которые сопровождают человека, люди. Уж такой ритуал. Вы попросили, ага, вот это мнение человека, оно учитывается, да? Оно влияет на решение высших сил. Да, поэтому 4 основных составляющих, которые влияют на выставление итоговых оценок и на получение вами баллов. И поэтому не нужно удивляться, что для одного человека допустимо, а для вас, предположим, наоборот, недопустимо, да, наказуемо. Этому не нужно удивляться, потому что она работает вот так. От задач, да, и от вашего потенциала, и от того, как вы выстраиваете взаимодействие с другими людьми.